Друзья, я хочу вас поздравить с большим праздником, потому что уже многие годы, почти 30 лет, Джозеф приезжает в Россию, представляете? Такая преданность, такая вера заслуживает ваших аплодисментов. В 80-х годах прошлого века Джозеф был юным мальчиком, который рискнул из Дании. 27. 27 лет назад. Джозеф был юным мальчиком, когда приехал из Дании, в далекую Сибирь. Нет. Так она тоже хорошо сохранился, ведь нет. Который приехал в далекую Сибирь. Мы его вообще завезли в дикие леса, где вообще там была красная вода. Telling the story about red waters in the forests and red waters. Представьте, что из Дании попасть в Сибирь, да еще в Сибири в самую глубину, где медведи ходят. Мы показывали ему живого медведя рядом с ним. Tell them the name of the place that we first went to. Он просит, чтобы вы сначала назвали то место, куда вы его привезли в первый раз. Название места, куда вы его привезли в первый раз. Это вы помните только он сам. Не говори, что вы не помните. Парадисо. It was Paradiso. Рай, Парадис там было написано. Где это было написано? На входе в Междуреченск. Парадисо. И с тех пор Джозеф каждый год приезжает к нам, и каждый год привозит новые знания. Представляете, 27 лет подряд. И я так рада за тех, кто первый раз его услышит, потому что филигранная техника не вызывает никакого только восхищения. Я хочу еще раз поблагодарить Джозефа за такую преданность, за такую верность нашей школе, за то, что мы столько лет уже вместе. И завтра в честь такого большого праздника у нас будет маленький банкет. Я прошу, чтобы девушки были в красивых платьях, мужчины в элегантных одеждах, пойдем сразу в ресторан посмотреть. Отказы даже не принимаются, даже не рассматриваются. Даже не надейтесь. Идем все в ресторанчик, потому что кто его знает, какая бывает судьба, что еще может быть. Надо ценить каждую нашу встречу с нашим учителем. Это не бывает. Thank you very much, Dr. Vasilyeva. Большое спасибо, доктор Васильева. I want to add a little Мне something. хочется пару слов добавить к тому, что вы сказали. You are lucky today and this weekend to have one of the best teachers in applied kinesiology and in physiology and anatomy that you have ever seen. На самом деле вы счастливчики. У вас в эти дни будет наилучший учитель и по физиологии, и по прикладной кинезиологии, и во всех областях, с которыми вы можете столкнуться. Лучший из всех, кого вы когда-нибудь видели. And maybe you think I'm egotistical. Наверное, вы сейчас думаете, что у меня эго зашкаливает. But I'm not speaking about myself. Но я сейчас не о себе. I am speaking about Tatiana. Господи Иисусе. Господи Иисусе. Простите, пожалуйста. Это правда. Утро удалось. And it's true. Okay. Today and tomorrow and Завтра we are going to attempt мы попытаемся a difficult subject. разобраться с вами в сложном предмете. And if those of you who have had scoliosis patients Те, кто занимается с пациентами, страдающими сколиозом, think that this subject is easy, могут подумать, что ничего сложного, просто. you probably wouldn't be here. Но дело в том, что если бы все было так просто, вас бы здесь, на этом занятии, скорее всего, не было бы. So there are several concepts that we need to discuss. На самом деле, для того, чтобы говорить о сколиозе, надо разобраться в целом ряде концепций. We'll be trying to make a differential Мы попытаемся разделить с вами between the idiopathic scoliosis идиопатический сколиоз and the scoliosis that is developmental due to other и сколиоз, который является вторичным следствием прочих других присутствующих в теле проблем. Now the scoliosis from gross deformity А есть сколиозы, которые являются следствием крупных деформаций. is probably something that we will have much
less effect upon Конечно, на состояние таких пациентов с таким сколиозом оказать влияние гораздо сложнее и меньше таких возможностей in using the applied kinesiology с technique. помощью методов и техник прикладной кинезиологии. This does not mean that we cannot help these people, Это не значит, что мы людям этим не можем помочь вовсе. especially if there is elective surgery decided. Особенно, если принято решение о проведении хирургического вмешательства. Just a little lower. No, it's going to. That's good. Try again. Раз, два, три. Раз, два, три. Do, re, mi. Okay. Если слышно плохо или действительно фонит и мешает, вы мне говорите. Не обязательно ждать, когда мне сделают какие-то замечания. So, the concepts that we'll be trying to develop Значит, концепции, которые мы с вами пытаемся разобрать и are исследовать, based on many years of practical основывается на experience многолетнем опыте in applied прикладной kinesiology. кинезиологии. So we're going to do several things today. Сегодня мы с вами займемся целым рядом всяких подходов. We're going to start with a little bit of background Начнем, конечно, thinking с основ. in Без них никуда. scoliosis, Начнем с тех основ, которые необходимы для работы со сколиозом. reflecting upon the past Поразмышляем о том, о чем мы уже, может быть, знали из прошлого. and some of the current research. Поговорим о том, о чем свидетельствуют современные исследования. And then we're going to move into a practical session Потом перейдем к практике. whereby we will need to practice И там нам надо будет the methods поработать над методами, that we have taught in the past. которые были преподаны вам в прошлом. Some of you will have seen these methods Кто-то из вас, наверное, что-то из того, о чем мы будем говорить, видел. and perhaps you're comfortable with И them. вполне возможно, что в чем-то вы себя почувствуете комфортно. Others will have seen the many videos that have Кто-то been. просто учился по видеоматериалам, наверняка многое видел с тех занятий. But nothing is better than the practical experience that we'll Но be нет having. ничего лучше практического живого опыта. Now, I doubt if we have at our disposition patients who have scoliosis that will be coming, is that? Людмила Федоровна, мне кажется, это вопрос к вам. Джозеф говорит, что вряд ли, наверное, мы сможем обеспечить пациентов со сколиозом для разбора. That means no. Да, нет? Да, вряд ли или да, можно ожидать? Ну, господа, ладно, мы потом решим этот вопрос в рабочем порядке, хорошо? That's okay, yes. В любом случае, ни то, ни другое не проблема. Without having examples, we can only practice on one another. Понятно, что были бы у нас пациенты со сколиозом или нет, мы все равно будем тренироваться друг на друге. And knowing that all of us are adults, Тем более, все мы взрослые. the ability to change a scoliotic pattern А раз мы будем is иметь дело limited. здесь уже со взрослыми пациентами, условно говоря, So if то и способность взрослых тел к изменению уже не так велика, как в подростковом возрасте. If we do find a few young people, then we can demonstrate А some of the если principles. удастся получить на занятии согласие пациентов со сколиозом подросткового возраста, если у кого-то есть такие возможности, то наше занятие от этого только выиграет. Nevertheless, we will go through the procedures Но anyway. процедуру мы будем с вами обсуждать и разбирать, независимо от того, будут такие пациенты или нет. So any questions before we begin? Прежде чем мы начнем занятие, есть ли какие-то вопросы? Людмила Федоровна, слушаю вас. Когда нужен пациент? I would like to have more than a patient. Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы был не пациент, а пациенты, если есть такая возможность. Anytime. В любое время. Too much noise? Людмила Федоровна, еще раз, пожалуйста, я не слышала. Передайте по рядам, что Людмила Федоровна сказала. Коллега, у кого есть пациенты, чтобы... Господа, у кого есть пациенты со сколиозами? Кто в Москве работает, у кого есть такие пациенты? Соцсети, здрасте, девочки. Hopefully, Никто не работает со сколиозом или просто никто не работает? Сейчас писать будем пациент.
Я слышу. Запрос получен, сейчас будем решать. Thank you. Всем Okay. спасибо. So what we're going to do Просто по then, вашему молчанию я понять, что вы хотели сказать, не могу. Могу только догадаться, но это может вам не понравиться. so now that you've seen me all pretty, I'm going to take off my jacket. Но теперь, когда вы видите, как я красиво выглядела в пиджаке, сниму пиджак, вы видите, как мне жарко. Moscow is supposed to be cold and uninviting. Москва должна быть холодной и неприветливой. Now it's only hot and uninviting. А теперь жарко и неприветливо. Not true. Неправда, неправда. Okay. I am going to be dripping a lot of American sweat on Moscow. Буду ронять на московскую землю американский пот. Okay. So, let's. Как они нас боятся, немного успокоиться. That They'll was still scared of us, right? only Putin. Только Путина боятся. He's too clever, Слишком умный. and Trump is too dumb. А Трамп слишком большой дурак. So it's no match. Просто сочетание не случилось. Не Basically, совпали. leaving politics behind, Ну а теперь оставить политику в стороне. everybody wearing pants puts on their pants one leg at a time. Значит, когда мы одеваем брюки, а брюки носят каждое время от времени хотя бы, мы одеваем брюки поочередно. Сначала одну ногу, потом вторую. So, considering what we'll be discussing, we are equals today and tomorrow. Так что с точки зрения того, о чем мы будем говорить, мы с вами все равны. По крайней мере, на эти дни, когда у нас будут проходить занятия. So, scoliosis. Итак, сколиоз. How do we deal with it? Как мы с ним работаем? As a chiropractor many years ago, Как хиропракт много лет тому назад, I was full of enthusiasm, я был полон энтузиазма. knowing and thinking that what I could do and То есть manipulate the spine думал, что умея манипулировать позвоночник, would have very good results я могу with получать, respect работая со to сколиозом, прекрасные результаты. scoliosis. Прекрасно с ним разбираться и справляться. And what happened after years of Шли trial and годы. error? I had very little effect. Оказалось, методом проб и ошибок, что эффект был очень незначителен. Результаты были неудовлетворительные. And this is frustrating. А это, конечно, подвергает It's замешательству. frustrating to you as a doctor. trying Это to help подвергает these people. замешательству тебя как врача, потому что к тебе обращаются пациенты, а ты вдруг понимаешь, что помочь ты им особо и не можешь. So when we're presented with scoliosis where the Поэтому, когда сталкиваемся с сколиозом, are rather significant, с ярко выраженным сколиозом, когда искривление существенное, значительное, the idea in medicine is to either brace them значит, что предлагает медицина? Медицина предлагает либо как Or- корсетирование, as we see here, кушетирование, или the intervention or the operation that fixes the spine. операция с постановкой металлических конструкций. There's still a lot of controversy with this. Хотя надо сказать, что несмотря на то, что эти методы официальной медициной приняты, они по-прежнему порождают очень много споров и противоречий. But in a situation Но в ситуации, where we are concerned about the capacity of the patient to когда survive, мы задумываемся прежде всего о тех резервах, которые есть в организме человека для выживания, these measures are taken. каждый раз подходим к решению этого вопроса, то есть к решению вопроса о выборе мер с учетом имеющихся возможностей. So what can we do Что в наших силах? before this situation conclusion is Что в наших taken? силах, прежде чем пациенту приходится принимать решение о таких вмешательствах, о таких операциях? So if we can reduce that curve, that would be important. Конечно, было бы здорово и очень важно, если бы в наших силах было уменьшение количества искривления позвоночника. Reminding ourselves that the same При этом thinking каждый раз надо напоминать is себе, made by orthopedics и ортопеды тоже думают о том же in самом. using the external brace. Они пытаются использовать внешние фиксаторы для того, чтобы уменьшить прогрессирование If сколиотического we искривления. can maintain a reduction of the curvature То есть если в long наших enough, силах есть возможность уменьшить степень
роста сколиоза, then we can, when the child is finished with growing, тогда к завершению периода роста ребенка hopefully have created a stable environment можно and надеяться the на curve то, что will наши not усилия progress. создадут устойчивую среду, в которой сколиоз останется фиксированным на том уровне, на котором мы не дали ему усугубиться. Obviously, this type of a scoliotic Ну, совершенно очевидно, problem что такой is going to be very difficult for тип us to сколиотического accept. искривления с And точки treat. зрения возможности исправления нам практически не под силу. The problem with much of scoliosis is we don't understand it. И проблема на самом деле при работе со сколиозом в том, что мы мало что про него понимаем. Do they have Russian notes? But they will have. But I mean, they are in Russian, you know that. Can you tell them that? Сделан перевод презентации, который Джозеф использует в своих лекциях. Просто вопрос времени и технических возможностей вам все будет... Я не знаю, как Татьяна Александровна скажет, потом объявит. Или на носителях, или по почте, как она будет вам высылать. Ну, материал у вас будет. Because Tatiana did a lot of work translating these, and you should have them. Он говорит, что мы постарались, чтобы все было переведено, чтобы вам не пришлось записывать каждое слово. То, что на слайдах, то у вас будет. Чего на слайдах нет, пишите. Okay. So we can make a difference Мы действительно можем ситуацию if we поменять, start on time. если взяться за дело вовремя. And this is the critical factor to begin И вот это на самом as деле soon as важный possible. критический фактор. Начать работать со сколиозом надо как можно раньше. So we need an assessment method То есть у нас в руках должен быть оценочный метод, диагностический метод, which will help us determine what to do with который our поможет patients. определить, с чего начать работу и как продвигаться. Now what we're going to do, as I said before, we're going to reflect on certain principles and Я уже methods, говорил вам, что мы должны будем поразмышлять о принципах и подходах нашей работы. most of which I have developed in the past, as you might be aware of. Многое из того, к чему я пришел в прошлом, что мне было предложено в этом смысле в прошлом, наверное, вам уже знакомо. That will help us to look at scoliosis through many different eyes. То есть на самом деле or разработки есть, positions. наработки есть, и можно с разных точек зрения рассматривать проблему сколиоза. So the body is simply complex and complexly simple. Тело просто сложно и сложно просто. This is from Goodhart. Это от Гудхарта. And what we're going to try to do is take that complexity of the Мы scoliosis попробуем с вами взять сложный паттерн сколиоза and put it into simple boxes so that we can и assess. разобрать его на более простые составляющие. То есть разложить все по более простым коробочкам, работая с которыми можно достичь результата. So one of the things I want to first make very important to Мне you хочется, чтобы до вас была донесена, именно донесена и укоренилась у вас в сознании следующая мысль. these in the years past were called one-armed bandits. Вот эти игровые автоматы в прошлом назывались однорукими бандитами. And you still see them in Las Vegas and other gambling places Ну, во today. всяком случае, в игровых заведениях их до сих пор можно увидеть. And the one-armed bandit was called that in the Однорукий past бандит не просто так назывался. because it had the ability to leave the player impoverished or То есть у poor него была without any money. способность оставить игрока нищим, оставить игрока без штанов. Therefore, its term. То есть термин появился не просто так, это действительно бандит, который обкрадывает другого человека. It's amazing how many people think they can make money by playing these games. И удивительно, какое огромное количество людей полагают, что играя в игру с одноруким бандитом, они могут разбогатеть, а не обнищать. The same thing can happen То же самое может случиться with applied kinesiology. в прикладной кинезиологии. There are so many that are using one or two muscles to Слишком evaluate много patients. игроков, которые используют только одну или две мышцы. And it's amazing, И просто диву даешься. as you can see in this position here, Вот, допустим, на этой фотографии, в этом положении руки, using a single deltoid muscle, что люди до сих пор работают, используя как индикатор только одну клитовидную мышцу. one finger test, Или тест одного пальца. that we as doctors
can believe that we can arrive at a proper diagnosis. По сути, используя такие ложные подходы, врач может убедить себя в том, что при помощи этого он может получить истинную диагностическую картину. This is why I am probably one of the most strong proponents Может быть, поэтому я один из тех, кто of getting out of the one-arm muscle test for больше everything. всего пропагандирует необходимость отказаться от единичных мышечных тестов. So it's important for us to use the knowledge we have Очень важно, конечно, wisely. пользоваться данным нам знанием и пользоваться им не ограниченно, а широко и мудро. Manual muscle testing is full of error. It has limits. Кстати, само по себе мышечное тестирование тоже полно ошибок. У него тоже есть свои пределы возможностей. If we understand the limits, Только в том случае, если мы знаем границы возможностей, we will understand also its greatness. можно понять и величие возможностей мануального мышечного теста. And some of you know that I almost gave up applied kinesiology many years ago. Многие или некоторые из вас, наверное, знают, что я чуть не отказался от прикладной кинезиологии много лет тому назад. And the story doesn't need to be told, Мне совершенно не обязательно сейчас заново пересказывать эту историю. but I realized that a certain type of muscle testing was as accurate as flipping a coin. Просто в какой-то момент, наблюдая за происходящим вокруг, понял, что зачастую мышечный тест ничем не отличается от подбрасывания монетки So to get для принятия good решения. results, you need to be very good with the type of muscle testing you Поэтому, perform. чтобы полагаться на результаты своей работы, надо абсолютно точно быть уверенным в качестве собственного мышечного тестирования. So we will be changing our methodology and muscles that we use to Так test что мы с вами будем to немного, evaluate our patients. может быть, менять или видоизменять методологию работы, использовать разные мышечные тесты, прибегать к тестированию разных мышц и их групп, для того, чтобы получать истинные результаты. So obviously we're not going to be talking about people who are so grossly deformed Конечно, вот о такой степени сколиоза мы с вами говорить не будем по очевидным причинам. that we probably won't affect much of Потому a что на такой change. сколиоз мы существенно повлиять не можем. Having said that, we can still help people who are grossly deformed. Но сказав это, надо обязательно упомянуть, что мы можем помогать не избавляться от такого сколиоза, а помогать людям чувствовать себя лучше, тем, у кого такая степень сколиоза. And we'll see throughout this weekend how we can assess the rib cage Мы с вами попробуем на этом нашем занятии оценить состояние грудной клетки, даже при такой степени выраженности искривления. the heart function, the Будем говорить о функции сердечной деятельности, costal diaphragm, о реберных прикреплениях диафрагмы, which are components that are very important for scoliotic patients, являются очень важными компонентами с точки зрения состояния пациента со сколиозом. and help these people perform better despite the То change. есть мы можем помочь человеку чувствовать себя лучше, несмотря на невозможность исправить структуральное искривление. So, basically, what we're attempting to do То есть фактически, is make a person perfect. условно говоря, мы стремимся к тому, чтобы сделать человека максимально приближенным к идеалу. Take the scoliotic spine patient and return them to normal. То есть, другими словами, взять человека со сколиозом, да и избавить его от сколиоза. Some people ask, can the scoliotic spine be a variation of normal like flat feet? Некоторые задаются вопросом, а может быть сколиоз как плоскостопие просто является вариантом нормы? Most of us would say no. Большинство из нас дали бы отрицательный ответ на этот вопрос. But looking at the fact that we have very little effect on its development or Но progression, с точки зрения наших невеликих возможностей влияния на сколиоз во время его развития, we must admit that we're not very good at it. мы все-таки должны признаться, что не очень хороши мы в этой работе, не очень нам все хорошо удается. You will find a lot of websites on the internet Если влезете в интернет, вы найдете огромное количество веб-сайтов, describing how wonderful they are at correcting scoliosis. где большие умники рассказывают, как чудесно они лечат пациентов со сколиозом, как они избавляют пациентов от сколиотических искривлений. But I don't find this to be true. Но что-то я не видел, чтобы хотя бы одно из этих утверждений соответствовало истине. Now, biomechanical factors Биомеханические факторы have a significant effect серьезно влияют on the pathomechanics of scoliosis. патомеханику сколиоза.
in the terms of likelihood of progression, С точки зрения вероятности прогрессирования, rate of progression, степени прогрессирования and the resulting deformity. и результирующей деформации. This is why I'm going to help you to learn techniques Вот поэтому мне хочется познакомить вас или помочь вам освоить that you техники, can hopefully apply to your younger которые patients вы сможете применять, работая со своими более молодыми пациентами. over a period of time Применять эти техники на протяжении определенного периода времени. that will allow you to reduce И тогда появится возможность or correct the или scoliosis снизить риск, или даже скорректировать сколиотическое искривление. until such a period of time that the patient is stable. То есть фактически применять эти техники надо на протяжении столь длительного периода времени, сколько потребуется для того, чтобы ситуация стабилизировалась. Now the pathomechanics or the biomechanics are important, Так что в патомеханике, биомеханика чрезвычайно важна. but there is another factor that you have to understand И as есть well. еще один фактор, который тоже должен быть нами хорошо понят. Does the patient that has the А scoliosis, сам пациент со сколиозом, not consciously, конечно, не на уровне but коры, unconsciously, а неосознанно, has the body decided to keep that scoliosis for хочет a избавиться от reason? этого сколиоза, или, может быть, телу сколиоз выгоден по каким-то причинам, может быть, тело хочет его для себя сохранить. So there must be a reason for the scoliotic pattern. Ведь если сколиоз развивается, тому должна быть в теле какая-то причина. We as doctors look at the patient and say, no, you should have a straight spine. Мы-то с вами смотрим так на пациента, оценим его визуально, говорим, ну что это за позвоночник? Позвоночник прямым должен быть. And we try to make it straight. И пытаемся, взяв на себя всю силу, каждый мощь ответственности, поправить позвоночник. You're not correct. Даже не body. говорим пациенту, слушай, тело, у тебя дела не And the очень хорошо. scoliotic patient's body goes, А вот так отвечает тебе тело того самого пациента, у которого сколиоз. Перевожу на русский, да, пошел ты. we work on a patient 1 hour. Мы же работаем с пациентом час. The patient lives in that body 24 hours a А day. человек живет в своем теле 24 часа в сутки. So the patient leaves us, we say, you're better. Пациент от нас уходит, мы говорим, замечательно, сеанс прошел удачно, смотрите, насколько вам лучше. 3 days go by, Прошло 3 дня, раз, все вернулось на круги своя. and this is our problem. В этом проблема. And this is why they use braces. Вот поэтому используют внешние средства поддержки, проститирование. Sometimes 8 hours a day, and they take them off at sleep, sometimes 24. Иногда рекомендуют As you know. проститирование на время активного бодрствования, иногда на все 24 часа в сутки, даже на время сна. So we have many factors. То есть факторов на самом деле очень много. Some of them also metabolic. Некоторые из них являются метаболическими по своей природе. Factors with respect to connective tissue strength. Те факторы, которые связаны с состоянием соединительной ткани, The ability of the body to resist loads. со способностью тела сопротивляться нагрузкам. Some say that the asymmetrical loading of the spine has forced the Некоторые scoliosis. говорят, что если пациент нагружает тело асимметрично, то есть если часто действующей нагрузкой несимметрично, то развивается сколиоз. More recent subject, the dura is shortened. Современные тенденции гласят о том, что есть укорочение твердой мозговой оболочки, что тоже провоцирует развитие сколиоза. This is something called the Scotch tape effect. Но это, знаете, это эффект скотча, так называемый. And it was, research was done by a Valery Drobushensky, and he must be Russian. Drobushensky? Polish. Oh, okay. Он he's говорит, Polish. фамилия, Thank you. автор исследования говорит о том, что он, наверное, русский, а нет, поляк по фамилии. But he lives in London or Он живет в England. Лондоне, нам не важно, кто он. Now there's he did research. There's an abnormal initial local anterior lateral Значит, в его исследовании утверждается следующее, что аномально исходная, локальная, link between the dura mater and the periosteum of the spinal canal. переднелатеральное соединение твердой мозговой оболочки с надкостницей спинномозгового канала может привести к развитию сколиоза. Now we know that there are very flaccid, loose ligaments that attach the dura to the canal. Мы прекрасно знаем, что твердая мозговая оболочка прикрепляется к структурам канала, но при этом эти прикрепления не жесткие, а достаточно свободные соединительно-тканные. Now they permit movement
normally. То есть речь идет о том, что твердая мозговая оболочка имеет способность, то есть имеет запас ткани для свободного скольжения, для движения. Now, if these attachments are somehow shortened on one side as opposed to А the если, other, значит, это соединительная ткань, которая крепит твердую мозговую оболочку к тканям канала, укорачивается с одной стороны, становится менее подвижной, менее эластичной. there could potentially be cause for scoliosis. Потенциально может возникнуть причина развития сколиоза. So what this man found, the local internal lateral fixation, То есть фактически, что было Валерием обнаружено? Локальная внутренняя латеральная фиксация твердой мозговой оболочки was the main reason that they на found позвоночном уровне serious является idiopathic scoliosis основной причиной целой серии идиопатических сколиозов, that resists change. которые сопротивляются каким бы то ни было предлагаемым изменениям. Now they found in children as well that there's an abnormality of the intervertebral disc. У детей были обнаружены изменения межпозвонковых дисков, которые приводят к развитию сколиоза. And they were abnormal in their position and formation. При этом утверждается, что аномальность дисков связана с их положением и формированием. Now one has to ask yourself, is the disc a compensatory change or is it the cause? Но надо себя спросить, ну хорошо, диск. А диск это что, компенсация или это первичное поражение? So I don't find this very important at all. То есть на самом деле такие утверждения мне самому не очень милы, я их не очень принимаю, поэтому не считаю, что такие исследования Now they've done other research on могут fresh свидетельствовать. cadavers Было проведено еще одно исследование с использованием свежих трупов. with adolescents. Now, Исследовались трупы подростков. obviously, if they're dead, there's something else that's gone on. Ну, понятно, что трупный материал – это не материал живого тела. Normal subjects, however, had fewer collagen anomalies than scoliotic patients. Но утверждается, что у нормальных субъектов выявлено меньше коллагеновых аномалий, чем у субъектов в виде трупного материала. Which means there is a possible metabolic factor there. То есть это сразу намекает на то, что вполне возможно участие метаболических факторов в развитии сколиоза. So this means that we also need to look at the metabolic equilibrium А это or лишь the намекает changes нам of patient. на то, что мы с вами должны разбираться в вопросах метаболического равновесия. Hair samples were collected on scoliotic patients, Значит, были выбраны определенные субъекты со сколиозом. and they analyzed these minerals, especially copper, zinc, Исследовались минеральный состав тканей тела, особенно принимали во внимание количество меди и цинка. and they found that hair copper levels were significantly higher in patients with И scoliosis. оказалось, что при наличии сколиоза уровни меди были повышены. То есть очень высокое количество меди при сколиозе. Now, it wasn't sufficient, obviously, to create Wilson's disease, То есть недостаточно для того, чтобы развилась болезнь Уилсона. which is a higher level, and then Menkes would be another copper. То есть есть целый ряд патологий, которые связаны с высоким содержанием меди, но при сколиозе, конечно, меди не такое количество, чтобы развилась What this органическая патология. means is difficult to assess. На самом деле, это констатации фактов, оценить значение полученных фактов пока очень сложно. It might indicate to us one of the things we might be able to do Хотя для нас это уже неплохая подсказка. in adolescent idiopathic scoliotic Если мы patients работаем с подростковым идиопатическим сколиозом, is to give them supplementation of what? надо подростку назначать что в виде добавок? What mineral would you Какой think? минерал? What mineral is antagonistic to copper? Антагонист меди. Цинк? Yes, very good. Цинк, очень хорошо. Zinc. Цинк. So zinc supplementation during the adolescent years might help То есть to improve this situation. цинковые добавки в подростковом возрасте предположительно могут оказать положительное действие с точки зрения предотвращения усугубления развития сколиоза. Knowing that zinc is extremely important for collagen, Более того, мы знаем, что цинк чрезвычайно важен для коллагеновой ткани, muscle, для мышц and many other metabolic factors. и для очень многих прочих метаболических процессов и факторов. This might just prove to help you То есть это может быть просто еще одно доказательство, stabilize a patient until their adolescence is говорит о том, gone. что пока не закончен период основного формирования роста, подростка надо обязательно поддерживать элементарно. So again, the copper levels show
the higher they are, the more scoliosis there is. То есть исследование показало, что чем выше содержание меди, тем более ярко выражен сколиоз. Okay, we don't need to talk about that. So in a spinal curve greater than 20 degrees, Значит, если искривление составляет более 20 градусов, as opposed to what we just said, в противовес тому, что мы только что с вами сказали, an article in 1987 в 1987 году в shows that there were статье deficiencies in copper, было указано напротив manganese, and B6. на дефицит меди, So we're getting марганца и totally витамина different В6. ideas. То есть, видите, совершенно противоречащие друг другу идеи. So one has to assess these Поэтому наша с вами задача оценивать ситуацию, ну, как бы, ее целостности, understanding that we're probably dealing with some type of genetic problem as well. понимая, что в каких-то случаях мы имеем дело с генетической предрасположенностью. Yet when they did this on scoliotic birds assessment, При этом, когда исследование было выполнено на специально выведенных птицах со сколиозом, they found that the vitamin B6, manganese, and copper deficiencies in these birds обнаружено, что дефицит В6, марганца и меди, and they tried to restrict vitamin A, B, and при попытке other ограничить minerals, количество витамина А, В и там прочих минералов, and they had no effects on the expression of the scoliosis. никак не повлияло на экспрессию сколиоза. So let's look at it again. Ну давайте взглянем на все снова. Let's just move on. These are just Все, что пролистывается, researches. могу гарантировать, это выдержки из проведенных исследований. So we know that scoliosis Результаты исследований дальше подтверждено или опровергнуто. is not caused by or worsened by То есть мы carrying heavy точно items, знаем, что сколиоз не провоцируется и не усугубляется by sport, ношением тяжести в одной руке, асимметричными видами спорта, плохой осанкой or minor leg length или changes. незначимой разницей длин конечностей. So it must be something else. То есть сколиоз – это результат чего-то другого, а не того, что было только что перечислено. So in over 80% of cases, Практически в 80 количествах, no 80% случаев и даже больше specific cause is known. не выявлено никакой специфической причины. And this gives us a great possibility to try and А help. нам на самом деле это открывает огромный спектр возможностей проб разных методов и вариантов лечения. Now it's most often found in adolescent girls as opposed Кстати, to в boys. подростковой группе сколиоз обнаруживается чаще у девочек, нежели у мальчиков. We have to ask ourselves why. Тоже надо задаться вопросом, от чего так. So there must be some sort of genetic predisposition Вполне возможно какая-то генетическая предрасположенность. as to why women get this as opposed to males. Что вдруг у женщин сколиозы чаще, чем у мужчин. Now I have an idea about this Есть у меня одна задумка на эту тему. because there is something else that women have that men have less of. Потому что у женщин есть кое-что, чего у мужчин гораздо меньше. And we're going to talk about this a bit with respect to the resistance И об этом мы тоже будем с вами говорить с точки зрения to резистентности. change in idiopathic scoliosis. Резистентности к изменениям при сколиозе. Мы будем говорить о сопротивляемости к изменениям. Perhaps you're not following me as well, but I would ask, what do women have in a metabolic sense much greater tendency to than men? Ну, допустим, не знаю, следите ли вы за ходом моей мысли, но все равно задам вам вопрос. С точки зрения метаболизма, с точки зрения обменных процессов, It's not. к чему у женщин больше склонностей, чем у мужчин? It's not a. Остеопороз. That too. That's a good one. И это тоже. Хорошо, что вы это сказали, но я не имел в виду. Something other than that though, but Что-то кроме остеопороза. it's difficult. I'm not giving you Я much. совершенно не ожидаю от вас сейчас ответа. Я вам не дал, так сказать, достаточное количество информации, на базе которой вы могли бы ответить. Не слышу. Скачки гормонов. Yeah, they're Fat. hormones. Fat. Fat.
No. It's more simple than that. It's, Все проще того, что вы перечислили. Ожирение. Было уже. they have more. Айл. No, it's not something like a. It's a. Не. I'll tell you. Сейчас дайте сам скажу уже. Other than the obvious things that women are more smart than we are. За исключением очевидного того, что женщины умнее нас. In hormones raging. Ну и с точки зрения там гормонов, количества, уровней гормонов. They're much more sensitive in many ways than we are. Женщины вообще гораздо чувствительнее, во многих смыслах чувствительнее Not мужчин. on a mental state as well, but also metabolic. Причем не только ментально, но и метаболически. То есть не только психически, но и метаболически. About the same percentage, a Смотрите, little bit less, примерно такой же процент, может быть, чуть пониже. of all autoimmune problems are found in women. Всех аутоиммунных заболеваний – это заболевания у женщин. So this is interesting, Это же интересно. because could it be А может быть, that scoliosis development is associated in some part в некоторой, так сказать, части, в некоторой степени развитие сколиоза to an autoimmune reaction? является следствием аутоиммунной реакции. Do we have to go? Okay, go away. Хотела сделать Give her the key to my room here. А это вот в моей комнате. Okay, is this interesting? Интересно то, что я сказал? I think so, Мне это кажется интересным. because I was attending a lecture many years ago Я много лет тому назад был на лекции on essential oils. по эфирным маслам. And the lecture on the essential oils was talking about scoliosis Преподаватель говорил о сколиозе. and how some researchers have believed that О scoliosis том, что development некоторые исследователи полагают, что развитие сколиоза is related to viral infection at the связано nerve root area. с вирусной инфекцией, с вирусным поражением корешковой зоны нервов. Especially herpes zoster. Особенно если речь идет о герпесе зостер. Now we know that herpes zoster can be passed from the mother to the child. Мы прекрасно с вами знаем, что герпес зостер может передаваться от матери к ребенку. And what they did is they were using a therapy То есть фактически они в исследовании использовали вид терапии, based on the essential oils который был основан на применении эфирных масел. and primarily thyme and oregano oil Главным образом тимьян, орегано. have a very strong antiviral То capacity. есть у них очень сильная антивирусная активность. And they noted that after applying these И после therapies, применения этого вида лечения обратили внимание changes in these young people's scoliotic pattern. то, что паттерн сколиотического искривления у пациентов, прошедших лечение, изменился. And this interested me into thinking that perhaps we Меня have, это чрезвычайно заинтересовало и навело на мысль о необходимости дальнейшего размышления на эту тему. at least in some instances of scoliosis, Конечно, может быть, не каждый раз, но хотя бы в некоторых случаях сколиоза это мысль достойная внимания. a compensatory mechanism at play. То есть вполне возможно мы имеем дело с развитием компенсаторных механизмов. And women's immune systems are much more fine-tuned Более than того, ours, женская иммунная система гораздо более тонко настроена. and they can get locked into a change or a part of the immune system То есть фактически может случиться так, что эта тонкая настройка на каком-то участке или на каком-то этапе развития сколиоза остается замкнутой. much more easily than we can. Но на самом деле, то есть идея может быть гораздо более простой, чем нам может показаться, хотя масса случаев доказывает обратное. Predominantly, at what age do we start to see a greater preponderance of scoliotic Мы patterns обычно в каком developing? возрасте наблюдаем развитие сколиоза? То есть не в каком возрасте наблюдаем, в каком возрасте наблюдается основное развитие сколиоза? Some start early, but many start when? Ну, начинается с какого возраста? Ну, от 8-9. 8, 9.
8, 9, but also 8, 9 и 14, 12, 14. the 10, 11, 12, 10, 14. 11, 12, вот основное And, время начала развития сколиоза. and what does this correspond with in a woman? У женщины с чем это ассоциируется, с чем сочетается у девочки? Цикл. Yes, Да, с циклом. very true. Совершенно And верно. when a woman has her menstrual cycle, or a young woman begins her change to Значит, menstrual cycle, когда, то есть фактически мы наблюдаем... Oscars! Оскарс. Yay! Кто не знает Оскарса, запомните это имя и это лицо. Это наша старая гвардия, золотой фонд, платиновый фонд. Is our golden fund. If I make a mistake, Oscars will Если я tell не дай me. бог допущу ошибку, Оскарс не смолчит. He has a walking record of everything Это that we've ever done. ходячая запись всего, что мы когда-либо изучали, проходили, о чем говорили, что даже упоминали вскользь. Скажет, когда, во сколько, на каком семинаре, где проходил, что было сказано. So if you have questions, don't ask me, ask Так Oscar. что, если будут вопросы, прекрасно, меня не спрашивайте, какие вопросы к Оскарсу. What's interesting, Значит, возвращаемся к теме семинара. Что интересно? to return to our discussion, is that the woman's menstrual cycle starts around very often when we start to see the development. Зачастую мы наблюдаем временное совпадение начала менструального цикла и появления первых признаков сколиоза. And we know that the menstrual cycle stimulates А мы знаем, что менструальный цикл a monthly change стимулирует in the immune response. ежемесячные изменения иммунных реакций. Now, many of you know from my past Многие из вас знают из моих прошлых лекций, is that I have made many women pregnant. что я помогу очень многим женщинам забеременеть. Unfortunately, not because of my capacity, К сожалению, не ввиду моих удивительных мужских способностей. and fortunately, as a doctor. К счастью, вследствие моих врачебных способностей. And one of the things that have helped me with this На самом деле, что было хорошим вспомогательным средством для меня в этой работе, is understanding the это понимание cyclical pattern of the immune цикличных response паттернов иммунных реакций in the woman. у женщины. And even today, many gynecologists Даже на сегодняшний день очень многие гинекологи believe that premenstrual syndrome and other problems that the полагают, woman что might have предменструальный синдром и прочие проблемы, на которые часто жалуются женщины, are inherently related to hormone imbalances. просто or связаны с changes. гормональным дисбалансом, который естественно возникает в определенный период месяца. And they forget totally, И врачи совершенно забывают, almost every one of them, практически все из них забывают that premenstrually, о том, что предменструально the woman's immune system goes up. происходит изменение иммунной системы женщины, возникает подъем иммунной And it's системы. a protective thing. Это защитный механизм. And stupid logic tells us this is normal. А тупая логика говорит нам о том, что это норма. Because the woman, for God's sake, is bleeding. Подождите, ради Бога ради, задумайтесь о том, у женщины кровотечение. There is a possibility of infection Значит, coming есть риск from below. инфицирования, So to как при protect любом другом кровотечении. Поэтому для того, чтобы the защититься, woman during this phase, the immune system must be turned on. чтобы защитить женщину, иммунная система должна быть наготове. So Она должна быть many, во всеоружии. many women who have an imbalance in the immune system can either attack the sperm or the egg. То есть фактически вот эта повышенная активность иммунной системы может привести к тому, что будет атакована либо сперма, либо яйцеклетка And they kill it. и доведена до убийства. I call them Amazons. Я называю их амазонками. And they laugh, but it's true. То есть все смеются, когда я это говорю, но это правда. On the other hand, if we think about the women that develop scoliosis С in другой стороны, adolescence, если взять женщину, у которой в подростковом возрасте развивается сколиоз, may be linked to this turning on of the immune system. может быть связанной с повышенной активностью, периодической повышенной активностью иммунной системы. And it may be linked to this post-viral or Вполне infected можно, type так сказать, связать эти процессы с поствирусной related to проблемой. the immune system.
что тоже напрямую связано с состоянием иммунной системы. So one of the first things we'll be assessing Так что начнем мы с вами, по сути, или среди первых наших этапов работы is whether or not the spine actually wants to be straight. будет вопрос, которым следует задаться при работе с любым сколиозом. А хочет ли этот позвоночник выпрямляться? And then we move on to the other factors. А потом уже будем переходить к прочим факторам. So many of these, almost all I would say, the spine does not want to be straight. В очень многих случаях тех сколиозов, с которыми мы с вами работаем, позвоночник просто не желает выпрямляться, несмотря на все наши усилия. And already there, it makes your situation miserable. А уже это заставляет тебя чувствовать себя несчастным. And we want not to be miserable in Зачем это our нам? clinical life. Зачем это нам в клинической жизни? Okay, let me see where we're at. Because we're going to change direction. Сейчас немножко сменим направление движения. Let's see if I... Well, let's just continue a bit on theory. Еще немножко теории. Okay, now we spoke about why females are more predominant than males, and that's my theory. Ну, это картинка к той теории, когда мы говорили с вами, почему у женщин сколиоз чаще, чем у мужчин. Okay, Quasimodo was a little bit different, obviously. Ну, конечно, Квазимоdo, потому что Квазимоdo же не такой, как все. The ratio of girls to boys with small curves is pretty equal. Значит, по сути, количество сколиоза у девочек и у мальчиков при небольших искривлениях But the чуть ли increase, не одинаково. when the curves are greater than 30 degrees, it's 10 to 1. А вот когда искривление достигает 30 градусов, соотношение 1 к 10. So we must think about this. Об этом тоже надо задуматься, почему And I'm так. pretty sure that there's a reason for that. Я практически уверен, что все это не без причины. Sometimes we can look at something that I've shown before. Иногда можно использовать то, что я показывал раньше. You can take a newborn child Можно взять новорожденного. and hang them upside down by their feet. Now this child's a little older than... Ну, конечно, это ребенок уже не новорожденный, но просто подвесить его как-то за стопу вниз головой. Now some of you know this story. We did it in Denmark years ago. Некоторые знают из вас эту историю. Это история датского происхождения, многолетней давности. Take a newborn child or a very few days after birth. Значит, если взять совсем маленького ребенка, новорожденного, буквально нескольких And дней you от can hang роду, them by their feet. взять за голеностоп и подвесить вниз They головой. should do what? Ребенок должен что сделать? Что должен сделать ребенок? Nothing. Ничего не должен сделать. They're not developed. Потому что ребенок еще не развит для того, чтобы что-нибудь делать. Hang there straight. То есть ребенок обычно просто висит себе висит. Now, very often you can see children that have a predominance to some sort of dysfunction Но когда у ребенка есть какая-то склонность к дисфункции, by the fact that instead of hanging straight, they're curved. ребенок висит не прямо, а дугообразно. В одну или в другую сторону формируется изгиб. And this means that there's an imbalance. То есть это уже говорит о имеющемся дисбалансе. Now, whether or not this leads to scoliosis, I can't tell you, but Я, конечно, не могу сказать, что если есть такой изгиб, то обязательно будет сколиоз. if you're following patients Но если вы пациентов наблюдаете на that have регулярной основе, a если genetic вы predisposition to следите за своими scoliosis, пациентами на протяжении многих лет и знаете, что есть генетическая предрасположенность, то такой факт следует принять во внимание. for example, the mother comes to your clinic with a child, Ну, например, если мать приносит младенца в клинику, you can start looking at this child already from an early stage. даже по другим вопросам вполне можете заинтересоваться So, намеками на развитие в будущем сколиоза уже в это время. that's one of the things you want to assess, is the child should be perfectly normal, straight. То есть ребенок без предрасположенности к дисфункциям должен висеть прямо. As they progress, По мере развития роста the first thing you should notice is straight and head extension, ребенок потом как висит прямо и добавляется экстензия головы. indicating normal neurologic development. Если все это присутствует, значит неврологическое развитие идет правильным путем. Now you can see some children already are predisposed to having То scoliosis. есть у некоторых детей сразу видна предрасположенность к развитию сколиоза.
So a lot of the patterns, a lot of the things we'll be talking about are not applicable immediately. I'm sorry. Много из того, о чем мы с вами будем говорить, конечно, неприменимо сразу к детям. But we can still attempt to do certain things. Но это не значит, что вообще не надо пытаться ничего делать. And here obviously we have a girl and a boy. Ну а тут у нас и мальчик, и девочка. So the risk potentials. Ну это потенциальные риски. Some think that it's the silent transcription from the X chromosome. Ну, в некоторых случаях речь идет об X-хромосоме, о транскрипции хромосомы. So the types of in scoliosis we don't need to speak about. Типы идиопатического сколиоза тоже мы сейчас с вами не должны разбирать в деталях. So most, as we said, are adolescent, По большей части приходится иметь дело с подростками, мы это уже which has the упоминали. greatest tendency То есть у подростков тенденция сколиотического развития самая высокая. at this stage. Вот возраст с 11 до 18. Adult is a lot rare, more rare. Взрослые идиопатические сколиозы встречаются гораздо реже, и, соответственно, указан возраст старше So the 18 most лет. common again between 10 and 18. То есть, на самом деле, самая высокая And there must be распространенность something между 10 и 18 related годами. to what we talked about. И не может быть, что нет никакой зависимости от того, о чем мы с вами уже говорили. Okay, this is just talking about different Ну, здесь pathological. приводятся разные патологические Now all of these и функциональные genetic сколиозы. problems, Вот это все генетические area, проблемы. and other patterns we won't be И discussing too much костно-мышечные паттерны, в детали которых мы вдаваться не будем. because they're more pathologic. Поскольку они более патологичны по своей природе. And we don't need to talk about that. Это все у вас есть And bone abnormality, etc. We don't need в that. распечатках. Костные аномалии мы тоже не обязаны сейчас Types рассматривать. of Это bone deformity is not important. клиновидные позвонки. Okay, so Для нас это все сейчас не имеет большого значения. we don't need to do that. We'll move on. Nevertheless, despite all of the types of pathologic, the adolescent idiopathic remains the most common. То есть фактически, несмотря на все виды патологических сколиозов, подростковый идиопатический сколиоз остается наиболее распространенным из всех форм сколиоза. This is probably the one that we want to look Но раз at. он самый распространенный, скорее всего, то, что на него должно быть направлено наше главное внимание. Okay, let's now move on. Идем дальше. This is just the frequency. Но были пролистаны слайды, там частота встречаемости, частота упоминаний в разных исследованиях, все это почитаете. The normal type of cure, bracing. Вот привычное лечение, Now, внешние средства поддержки. if you've got this Barbie doll, you're probably rich. Если у вас такая кукла Барби, значит денег у вас немерено. Okay. We don't need the signs, and I think we'll move on. So the treatment protocols, which is interesting. И протоколы лечения. Чрезвычайно интересный вопрос. Mainly in medicine, it's observation. В медицине что является главным? Наблюдение. Wait to see if it gets worse. То есть медицина что говорит? Ага, есть признаки сколиоза, давайте подождем, поглядим, станет ли хуже. This is pretty terrible. Это же ужас, что такое. But it's terrible in the fact that it means they have no idea what to Ужасно не do. только потому, что ничего не делается, а потому что не знают, что делать. We know that specific physiotherapy, although helping the patient, Да, мы знаем, что есть специфическая физиотерапия, does not necessarily reduce the progression. которая вроде и помогает пациенту на каком-то этапе, но совершенно не останавливает дальнейшее прогрессирование сколиоза. And not to think of physiotherapists, but also chiropractors and osteopaths. Сюда же можно отнести и хиропрактов, и остеопатов, и кучу прочего разного народа. We have a difficult task. У нас у всех очень сложная задача. And those of my colleagues who say, "Oh yeah, I fix that," I don't believe them. И тем из моих коллег, которые говорят, ой, ну для меня это проще пареной репы, я с этим легко работаю, я им не верю. You can always get the one that doesn't progress anyway. Да, всегда попадет кто-нибудь, которым ты можешь хвастаться, но вполне возможно, что и без твоего присутствия у него бы не было прогрессирования. Surgery, Это всегда however, надо иметь в виду. is 0.1%, which is okay. Операция 0,1%. But braces are the treatment of choice. А вот внешнее корсетирование, то есть внешние средства поддержки,
Это вопрос основного выбора. It's like giving orthotics in your shoes. Это все равно, что стельки в обувь. It doesn't fix the problem. Проблема It никуда не денется. prevents against the progression. Просто можно сдержать усугубление. So our goal Наша с вами задача is to attempt to get away from the brace as the primary попытаться therapy отказаться от choice. внешнего корсетирования, от внешних средств поддержки, как о средстве первого выбора. Not only is it cosmetically difficult for the Не patient, только потому, что любой корсет косметический пациенту не очень it мил. also affects them psychologically. Психологически это тоже большая проблема. They're going to school and their colleagues, they can't do anything. They're stuck in this brace. Ну, то есть, по сути, ребенок идет в школу, ребенок хочет проводить время с одноклассниками, со сверстниками, а ничего не может, потому что корсет ничего не позволяет. Some of them think of themselves as monsters. Некоторые вообще думают о себе как о чудовищах. Ребенок не должен представлять себя чудовищем. So physiotherapy, exercise, chiropractic, osteopathy, we Ну, just в общем, keep trying. физиотерапия, лечебная физкультура, хиропрактика, остеопатия – это всего лишь попытки хоть что-то сделать, хоть как-то помочь. And basically it's crossing our fingers. Фактически это мольба об Looking at успехе. То есть по-русски мы говорим «держим кулачки». Telling Они скрещивают пальцы назад. the patient's parents that they have to spend the money on this treatment because it's going to keep them better. Ну и, конечно, можно всегда сказать ребенку, а правильно сказать родителям, что не жалейте денег, потому что мы надеемся, что это поможет. And when they pay you and they leave, you say, God, I hope that patient's going to get better. А потом ты Because we берешь don't с них know. деньги, они уходят, ты потеешь и молишься, и говоришь: Господи, сделай так, чтобы ему действительно стало лучше. Now we have the ones that do electrical stim to the spinal, Некоторые paraspinal, используют электростимуляцию позвоночника, exercise programs. прибегают к разным программам тренировок. None have been found to be significant. Сюда же относятся манипуляции. То есть эффективность ничего из перечисленного не была доказана. That's why in medicine, when it reaches a certain point, Grace, Вот поэтому в медицине, когда все эти попытки исчерпаны, говорят: корсеты, ничего более. so the basic thing, people should stay fit with Но scoliosis. самое главное во всей этой истории, даже если у человека сколиоз, он не должен сдаваться, он должен сохранять, то есть он должен оставаться в хорошей форме. The reason for that Почему? we'll be discussing. And I think it's О причине мы будем говорить. really important for us. Я считаю, что это чрезвычайно важный вопрос. Очень важно понять And механизмы. I've got a little video that we'll have to do slowly У меня есть небольшое видео, мы его проиграем медленно, so that Tatiana can translate чтобы было время для in a way перевода. that helps you to understand this. Я Very, постараюсь. very important. Если нет, проиграем медленно в 2 раза. Okay, so let's see if we need to see these. Oh, here we go. These are the treatment and referral guidelines, and basically, brace. Ну, видите, везде фактически констатирование. Это руководство к действию. So what do we have in the first two levels? Only Смотрите. observe. Look at it. Смотрите, сначала, значит, последний столбик зеленым цветом обозначена колонка лечения. Значит, первое и второе наблюдение. So this is what we're presented with, Это то, с чем мы с вами сталкиваемся на and this is сегодняшний what we день. should realize. Это то, что вы должны абсолютно This is точно a very, понимать. very difficult but very, very important problem. Проблема сложна и чрезвычайно важна. Okay. Different in the past. Это из прошлого. Poor women being Бедняжка strapped up and привязали, braced up. заковали. In reality, nothing has changed. А на самом деле, смотрите, If you ничего не look at поменялось. Nothing has То changed. есть все эти усилия ни к чему не привели. We do the same thing. We keep them straight and we put them in a brace, and Мы that's делаем about на all we сегодняшний can день do. то же самое, несколько иными средствами. For С таким God's же sake, результатом. these poor women. Господи, бедняжка. It was women mainly that were burnt alive for being witches, И бедные женщины, ведь только женщин, по сути, сжигали на and now кострах. it's women that are Как ведьм. suffering again. For most of them. Теперь сколиоз, и опять женщины страдают. Не только по поводу сколиоза. Older braces. Think about wearing this. Ну, представьте себе вот такое на себя надеть и ходить в этом. Pregnant woman, Беременная женщина scoliotic, со сколиозом. braces again. Вот так все это выглядит. Poor child. Господи, бедный ребенок. So we have the normal Milwaukee type, Такие разные виды. and again. Okay.
фиксацию. So, this guy wore a brace 22 hours a day Значит, этот парень носил корсет 22 часа в день in his adolescence. в подростковом возрасте. What did they tell him in the end? Что ему сказали по завершении сеансов ношения корсета? He needs surgery. Вам нужна операция. Poor guy lives his whole adolescence, Представляете, весь свой подростковый период потратил на ношение вот этого wants to go кошмара. out with girls and they don't Хотел want с to touch девчонками him пойти. Он не хотел, чтобы они его трогали, because he's a monster. потому что он чудовище. And now they make him a more of a monster. А теперь решили, что сделать из него чудовище еще пострашнее. I think this is unfortunate. Мне кажется, это просто беда какая-то. Again, okay. Spinal deformity, we Ну, don't разные need to go. деформации позвоночника, нет необходимости сейчас тратить на это время. This is post-surgery Вот так тело выглядит в on послеоперационном this периоде. young woman. Молодая женщина, ну, девушка молодая. Look what they've done. Смотрите, что они понаделали. And she can't bend. Наклониться она не может. She's going to live a life where she can't play. То есть фактически у нее чрезвычайно ограниченная жизнь. Не играть, не заниматься тем, чем бы ей And хотелось this doesn't заниматься mean в этом that возрасте. surgery doesn't fail. Here we have a failed surgery. Но в том случае, хотя бы операция, как они считают, прошла So, успешно. До этого сейчас последняя была картинка без успешной операции. Post-surgery, the patient is not only scarred, То есть пациент не but только, severely так restricted. сказать, обшит рубцами после операции, он еще чрезвычайно ограничен в своих So возможностях. this is what we want to try to help to prevent. То есть наши с вами попытки должны быть направлены на то, чтобы помочь пациенту избежать таких And методов thank God, лечения. И слава Богу, most in medicine agree. медицина, в общем-то, соглашается по этим вопросам. They don't want to subject the person to this. Они тоже сами, врачи сами не хотят подвергать пациентов таким истязаниям. This is from a patient. Это написано пациентам. You can read it in Russian. Значит, боль на самом деле, с болью справиться на самом деле несложно. Или там иметь с ней дело совсем несложно. К тому моменту, когда начинается восстановление, ты к боли уже привыкаешь. Самое сложное – это эмоции и те ограничения, которые являются следствием остеосинтеза позвоночника. And she was probably born on 2 January 1984. Вот, наверное, это девочка, которая родилась в январе 1984 год, да, январь. Январь 84 Probably her operation was in 2000 or so. И, может, в 2000 году операция была, ну, I am a spinal surgeon, fusion survivor. А тут, вы видите, белым написано «Я выживший после остеосинтеза позвоночника». There are a lot of drawbacks to surgery, То есть операция несет в себе, конечно, очень много негативных последствий. not including infection and nerve damage. Конечно, возможно инфицирование, возможно повреждение нервов. So, let's see what we can do. Но давайте поговорим о том, что в наших с вами силах. Not meaning that exercises can't help. Я не хочу сказать, что тренировочные программы But бесполезны. again, reminding ourselves, why does the body want to make Но мы каждый раз должны помнить, что зачем-то and позвоночник выбирает искривление. Мы должны спросить себя, что заставляет его так себя вести. trying to exercise the specific paravertebral muscles and other musculature is not easy. И более того, надо себе сказать, что как бы ни был хороший тренировочный комплекс, тренировать специфичные паравертебральные и локальные мелкие мышцы позвоночника совсем непросто. And as we will see, И как мы с вами увидим, it is not only the spine дело-то не только в that позвоночнике. determines То scoliosis. есть не только сам позвоночник определяет наличие или There are развитие many сколиоза. other multifactorial. Есть масса других многофакторных или многовекторных причин. So to work on Многофакторных или paravertebral muscles многовекторных. is not always going to lead you. Поэтому работа, изолированная success. работа с мышцами, которые вам кажутся чрезмерно сокращенными или недостаточно работающими, So не даст хорошего stimulating, результата. as we see here, Вот здесь показан пример мышечной стимуляции. will not lead you to success. Не приведет такой метод работы к успеху. Again, realizing that 24 hours a day, И поймите, что 24 часа в сутки the person is living in this scoliotic body that decides to be that way. человек живет в том сколиотическом теле, которое решило, что этот сколиоз ему насущно необходим. Okay.
This is just chiropractic and osteopathy that Ну, are а здесь good. просто примеры But they're not хиропрактики и everything. остеопатии. И, конечно, они замечательны сами по себе, они чудесные методы, но это Okay. еще не все, далеко не все. Let's move on to show you the video. Давайте попробуем посмотреть. Now I'm going to be here and stop it and start it. Буду сидеть у компьютера, чтобы можно было And включать и выключать. do we have a different kind of sound setup? No, I guess not. So they can, well, you'll just translate, they don't need to hear the sound. Do I need to hear the sound? Yes, you do. Джозеф сидит за компьютером, говорит, у нас есть еще какой-то источник звука, чтобы людям было слышно. Сам с собой разговаривает, говорит, да нет, им слышать незачем, им важно слышать тебя. Я говорю, а мне нужно звук слышать? Он задумался, говорит, да, нужно. Unfortunately, I was going to Ему bring микрофон my... нужен? Да? Микрофон нужен? Я могу подойти. Зачем? Там есть, я могу включить. There's a microphone over there, Yeah, but Alexander, I- switch it on. Hello. Turn yours off. Yours to turn off. Hello. Hello, Tatanya. Слушаю вас внимательно. Let's see if we can hear it. Давайте попробуем. Sure. 1 minute. Видео у вас в материалах нет, видимо, какое-то секретное. Можно посмотреть, но раздать нельзя. Can we have this video and give it No. to the students? Yes, you can. I found it on YouTube, so you can have В it. YouTube взял, то есть, наверное, вы можете или в YouTube скачать, или можно у него взять. То есть можно попросить Джозефа, чтобы он также на флешку скинул, чтобы вам всем разослать. Или хотите, ищите в YouTube. So, this was a conference held at the University of Washington, Значит, это была конференция в университете в Вашингтоне. and it was on emerging techniques in spinal То есть deformity. речь шла о новшествах в хирургии при деформациях позвоночника. Now, one of the lecturers Один из выступавших was a professor emeritus of pediatrics, профессор-педиатр. and this man is phenomenal, Он просто феноменален. and his name is Redding. Зовут его Рейдинг. And I want you to listen carefully or understand carefully Давайте just попробуем внимательно послушать he is attempting to say. и тщательно разобраться в том, что он пытается нам сказать. So let's see Давайте посмотрим, if we can получится ли у нас. do this. Okay, let's see how high it is. Аплодисменты. Yeah. I don't understand. Can't pick it up. То есть пока что я понимаю, что он что-то говорит, но что не разобрать не могу. Let's see how we can get this to be more clear. You can just repeat what he's saying and then we translate you and him. Okay, looks like. Shall we try to do this? Okay. Давайте сделаем двойной перевод. So this is You want me to not do this? I can hear you without the Yeah. microphone. Просто So проще, звук идет плохо, Джозеф будет мне переводить, что говорит доктор Рейдинг, а я уже вам на русский, хорошо? Чем пытаться иначе тратить время. This is Dr. Redding, Значит, вот он, доктор Рейдинг, professor of pediatrics at University of Washington. профессор педиатрии Университета Вашингтон в Сиэтле.
he looks like a nice guy. And Ну так, по внешнему виду человек приличный. he looks like I should have looked like if I kept my mustache. Вот если бы я усы не сбрил, я бы, наверное, тоже так выглядел. Now he's going to talk about thoracic deformity. Значит, речь пойдет о деформации грудного отдела позвоночника. Although the thoracic deformity, especially in adolescence, Несмотря на то, что грудной отдел позвоночника, особенно в подростковом возрасте, is a very critical factor. является чрезвычайно критичным таким сложным фактором. Let me just see if I need to do something. Sorry. Погодите, я попробую по-другому. Oh, it is on. Okay. I'm going to do this just so. Let's see. Pulmonologists and orthopedic surgeons, particularly with very young children, are increasingly discussing how to manage patients. So what he's saying is that pulmonologists and pediatric surgeons or spinal deformity surgeons are working together now. Surgeons are who else? Pulmonologists. Он говорит на сегодняшний день, что врачи, оперирующие позвоночник, и пульмонологи работают рука об руку. Okay. What he's got up here То есть что у него вот здесь на слайде? is he's called a chest wall spine lung interactions. Значит, заголовок слайда гласит взаимодействие стенки грудной клетки, позвоночника и легкого. And I want you to look at and understand this very deeply as I did. Я вас просто заклинаю внимательно сейчас смотреть, слушать и пытаться понять, что имеется в виду. And this is going to lead us in a different direction. Потому что один этот заголовок слайда способен повести нас по совершенно новому пути. Than only looking at the spine. Помочь нам отказаться от взгляда и от работы только изолированно с позвоночником. Once the scoliosis starts to develop, Когда сколиоз начинает развиваться, the lungs, the rib cage, и легкие, грудная клетка, the diaphragm, и диафрагма, all compensate все together. начинает компенсировать. And the one will predispose the other. Ну и потом возникает порочный замкнутый круг. So we cannot work on Поэтому невозможно only the spine. работать только с позвоночником. If you think about it, Но только задумайтесь, how many times a day do we breathe? сколько дыхательных движений мы делаем в сутки? Сколько? 20,000. Yes, 20 тысяч, совершенно верно. and more. И более And 20 this is тысяч. important, especially if the diaphragm is part of the scoliotic pattern. А если диафрагма является частью сколиотического паттерна, то это количество становится еще более значимым. These are the points that you can't read, but I'll read them to you. Вы не все можете прочитать со слайда, я вам прочту. The spine dictates rib function. Позвоночник определяет функцию ребер. Kyphoscoliosis Кифосколиоз alters rib alignment and изменяет взаимное положение ребер mobility. и подвижность ребер. Very interesting. Интересно же? We understand that. Но это и мы с вами понимаем. Now, he says, point 2, Второй пункт. the ribs dictate spinal function. Ребра определяют функцию позвоночника. Fused ribs or restricted ribs lead to scoliosis. А если ребра фиксированы, если они срощены, то они провоцируют сколиоз. Oh, we say, that's pretty interesting. Мы говорим себе, ну да, интересно, I can accept that. но это принять совсем не сложно, ничего особенного в этом нет. Дальше он говорит, The lungs dictate легкие rib and spine function. определяют функцию ребер и позвоночника. And you're starting to say, oh God, И ты говоришь себе, Господи, только не это. anything can lead to anything. То есть фактически врач говорит о том, что все может привести к чему угодно, и наоборот. Can't read it myself. Corrected congenital diaphragmatic problems
produces scoliosis. Corrected congenital diaphragmatic hernia, I think, Hernia, right. hernia produces scoliosis in 15% of patients. У 15% пациентов сколиоз связан с развитием грыжи пищеводного отверстия. And then finally, the ribs and the spine dictate lung function. И последнее, ребра и позвоночник диктуют функцию легких. So what we have here is a very То есть с чем мы interesting сталкиваемся? С complex. очень интересным комплексом. And what we'll see, what he discusses, Значит, о чем дальше говорит доктор Рейдинг? О том, что и нам должно оказаться чрезвычайно важным. next point. When I talk to pulmonologists, I talk to spine, it takes rib function from that. He's just saying the same thing we discussed. Scoliosis. Ну, сейчас фактически разбираем тот слайд, который мы с вами разобрали в деталях. But it treats ribs and now it gives you scoliosis, which is we know the lungs dictate the spine for function. The best example I know of that is the diaphragmatic hernia unilateral lung hyperplasia. And up to 80% of patients will subsequently develop scoliosis, which is no issue with that. And the take-home lesson. Just by the virtue of diaphragmatic dysfunction, patients will develop scoliosis. Смотрите, по сути, речь идет о том, что дисфункция диафрагмы, как бы просто это ни звучало, может привести к развитию сколиоза, может его спровоцировать. For us, pulmonologists, the ribs and spine have to take lung function. And I think that's always been in the literature. It's re-emerged with new technologies to intervene. More importantly, I think we're dealing with a very young population that has complex chest wall and spine deformities. So he's dealing with a very young population, which is younger than we're going to be talking Ну about. и, по сути, дальше врач говорит о том, что он-то работает с пациентами гораздо более младшего возраста, чем те, о которых принято говорить, когда речь идет о сколиозе. That due to the scoliosis that they have, То есть фактически вследствие развивающегося сколиоза are having significant lung and существенно компрометируется функция diaphragmatic function легких и диафрагма. now even with these patients that you might see, Но даже при таких пациентах, а может случиться так, что и у вас они будут, and even the ones that have had surgery, даже в тех случаях, когда у пациента уже была операция, we'll be showing techniques that help you to resolve the compensatory все равно можно mechanisms использовать техники, которые я буду показывать, для того, чтобы справляться с компенсаторными механизмами, которые сами по себе могут стать большими проблемами. What he's going to be talking about is extremely interesting for us. То, о чем он будет говорить дальше, для нас с вами чрезвычайно интересно. And if we look at this X-ray, Если обратить внимание на этот снимок, and we look at the one lung as opposed to the other, примите во внимание сравнительную картинку двух легких, одного и другого. what scoliosis does is restrict the development and function of one lung Смотрите, сколиоз ограничивает функцию одного ребра, и не только функцию, но и развитие одного ребра. and allowing the other lung to develop more strongly. Позволяет другому легкому развиться в большей степени. What this tends to do then for the child to oxygenate the body, Как следствие этого, в попытке оксигенировать тело, they're dependent upon the one lung more than the other. ребенок начинает полагаться преимущественно на функцию одного легкого. This will tend to complicate and to predispose Это the еще более continuation усложняет картину of the scoliotic и pattern. создает предрасположенность к усугублению сколиотического паттерна. And mechanically, this is easy to see in the fact that this lung is functioning and this is not. Механически, на самом деле, это увидеть несложно даже по этому снимку. Одно легкое функционирует, второе бездействует. So how do we assess in applied kinesiology and what we do? Что с этим делать диагностически в прикладной кинезиологии? The ability we have as therapists Какие у нас есть возможности? to help to the recovery of these kind of patients. Что мы можем сделать для того, чтобы помочь таким пациентам почувствовать себя лучше? Most importantly, is a somatic really good about progression of time. And the children that we're dealing with are now 2 to 3 years of age with these deformities. We have lots of time and mental work to have these issues. How do we take that into account with decisions? Okay, you say nothing specific. How
what I've learned how to be humble around you guys. And the reason is because every time I look at a spine, I'm asking for the functional correlates that I see. So he's learned to be humble among people like ourselves. Ну, говорит, что умничать особо тут нечего, и надо всегда быть поскромнее в своих запросах. And he says that whenever he looks at a scoliotic spine, he's wondering at what level the functional correlates would be. То есть его при любом сколиозе, как он сейчас только что сам сказал, всегда интересует функциональный ресурс тела. The spine is incredibly complex, and if you think of spine and thoracic cage as being a combination of an abnormality of scoliosis, kyphosis, and rotational, which you've heard about this morning, you have severe. So he's saying that the spinal deformity, especially when it's Деформация позвоночника the rib cage, is incredibly complex. с вовлечением грудной клетки делает весь паттерн особенно сложным. So you have scoliosis, you have kyphosis, То есть фактически с чем мы имеем дело? Сколиоз, кифоз, you have rotation to consider, you have the severity, the apex, the angulation. И с учетом всего сказанного мы должны принять во внимание степень развитости сколиоза, The site of the scoliosis. местоположение сколиотического искривления. As many of you might know, a lumbar scoliosis is much easier to work with than the thoracic. Многие из вас, наверное, знают, что с поясничным сколиозом работается гораздо легче, чем с грудным. Due to the co-involvement of the rib cage, the diaphragm, Может and the быть, как lungs. раз потому, что грудной отдел – это и диафрагма, и грудная клетка, а не только сам And позвоночник. he says here the length of the deformity. Более того, врач указывает на то, что требуется принимать во внимание не только степень искривления, но и длину искривления. Okay. Based on degrees, and sometimes they're easily measured, sometimes not. You have the side of the deformity, you have the length of the deformity, Just mentioning. distortion of the chest wall. Мы забежали вперед, мы сейчас повторяем то, что мы уже сказали. You have regression, which obviously dictates when you're going to need different combinations of dysfunction. So the distortion he's talking about is the distortion of the chest wall. Ну и дальше речь идет об искажении грудной клетки, о дисторсии грудной клетки. And again, the progression determines whether or not you perform surgery. Ну и дальше рассматривается прогрессия, то есть решается вопрос о том, потребуется ли хирургическое вмешательство. My job in this situation is to try and figure out what the primary functional consequence of all these are. I would quote. His job is to Моя determine, задача you heard it? Oh, the pulmonary consequences. состоит в том, чтобы выяснить легочные последствия возможного развивающегося сколиоза. One of these, two of these, three of these with particular respiratory abnormality. When you look at this, most of you look at the white. When I look at this, I look at the black. He says that most of us look at the white when we look at an X-ray. Ну и дальше говорит, что большинство врачей, рассматривая рентгенологический снимок, смотрят на белое, And as we mentioned earlier, he looks at the black. а его интересует черное. The ability of the person to have oxygenation, perfusion in the Потому lungs. что гораздо важнее в некоторых случаях, насколько сохранны функции оксигенации, перфузии, а не сама сколиотическая дуга. If they wait too long, Потому что the lung that does not function becomes less functional, если прождать слишком долго, быстро формируется недостаточность функции does not recover. пострадавшего, то есть в наибольшей степени пострадавшего легкое, и это легкое может уже никогда не восстановиться. You used to see how is it built and how does it move. I look at it and I say, how far can you run when you get a little sick and you get a cold? We look at how is it built and how can we move. То есть фактически нас интересует, как что-то построено, насколько оно способно к движению. And he looks at how far can you run and how you will be when you get older. Но врач Рейзинг, доктор Рейзинг говорит, что его интересует не то, как человек создан и как он может ходить, а как он может бегать. И насколько долго, с точки зрения продолжительности жизни, эта способность даст ему возможность сохранить свою функцию. The thing is how we look at the same creature differently and how we measure those assessments. He says it's how we look at each of the features in a different way, То есть, по сути, мы говорим об одном и том же, но по-разному. but how we can together assess this in a better way.
Просто надо стараться делать пусть то же самое, но каждый раз лучше. I would submit to you that it's very difficult to assess function simply by looking at the structure. You have a high suspicion something's going to be wrong, but exactly what that is and how bad it is something that's unclear and needs to be measured. So he says that it's very difficult to assess function only by biomechanics. Очень сложно оценить функцию только на основе биомеханики. You need to have things that can be measured. Обязательно нужно иметь в своем распоряжении то, что можно померить. When you think about pulmonary function and consequences of spinal thoracic deformities in terms of these domains, So he looks at pulmonary function Значит, если обратиться к легочной функции and the consequences и of, последствиям to pulmonary function based on rib and spinal deformity. со стороны деформации грудной клетки и позвоночника, and by intuition more than anything else, one of the things I'm trying to do right now is to interrelate these abnormalities among themselves as we relate to the приходится structure of зачастую больше, чем на что-либо полагаться на интуицию, для того, чтобы совместить понимание возможностей соединения легочной и позвоночной функций. But respiratory mechanics, talking about excursion, devices to So these are the things that we're going to be looking at as well, Значит, вот на что мы с вами тоже будем обращать внимание. and will be part of our workup. Все это будет частью нашего практического занятия. How can we, in applied kinesiology, what we'll be teaching this weekend, Значит, что, и мы будем об этом говорить на нашем семинаре, в прикладной кинезиологии может использоваться evaluate restricted respiratory для mechanics, определения рестриктивности респираторной механики. improve loss of chest wall excursion, Что можно сделать для того, чтобы уменьшить утрату экскурсии грудной клетки, ну или улучшить экскурсию грудной клетки. and very importantly, with time, the А со asymmetric временем, loss of lung function. что можно сделать для того, чтобы улучшить асимметричную утрату легочной функции? And how can we evaluate the efficiency of diaphragm И что function? можно использовать для оценки эффективности функции диафрагмы? And we will learn techniques to evaluate Мы с вами these. будем изучать техники, которые позволят работать Okay. для достижения желаемого результата. asymmetric lung function, right versus left lung, that influences subsequent outcome, and inefficient diaphragmatic function. So when I look at a patient, these are the terms that I'm using, these are the domains I'm considering measuring. When I think about restricted respiratory disease, it's really the loss of lung volume as the chest wall distorts. And when you have loss of lung То есть volume, по мере того, как искажается форма грудной клетки, я в первую очередь обращаю внимание на уменьшение легочного объема. Это первое, на что следует, ну то есть первое, что следует принять во внимание. insensibility, loss of То есть насколько сохранна объемная функция легкого. Мы будем сказать жизненная емкость легких. Distensibility and То есть насколько легкое способно растягиваться, увеличиваться в объеме и принимать большее количество воздуха. keep a breath and work more than the normal person. so the people that have scoliosis have to work more to function normally. То есть фактически для достижения нормальной легочной функции при сколиозе человеку приходится работать более натружно. So when you look at these females who are scoliotic, Значит, когда смотришь на женщин со сколиозом, how many fat ones have you seen? вы часто видели жирных? Not very many. Их совсем немного, правда? They're working 3 to 4 times harder just to Просто breathe. потому, что они тратят сил в 3-4 раза больше на обеспечение дыхательной функции, чем женщина без сколиоза. They're expending an enormous amount of energy. То есть они тратят огромное количество энергии для того, чтобы легочная функция была обеспечена. Okay, I have seen girls, adolescent, that are chubby, Ну, я видел таких не худеньких девочек в подростковом возрасте, and they're mostly Americans. но это в основном американки. So that's part of diet and everything else. Это уже вопрос рационного питания, а ничего бы то ни было другого. Okay. You have loss of rib mobility, we understand excursion in the lateral dimension as opposed to the diaphragm constitutes about a third of the breath. This is position The excursion laterally Теперь латеральная экскурсия грудной of the клетки. rib cage
contributes about a third of all the energy in breathing that То есть, по сути, треть энергии, затрачиваемой на дыхание, это энергия, которая расходуется на латеральную экскурсию грудной клетки. So this is an important assessment. Поэтому оценить латеральную экскурсию чрезвычайно важно. Important, ironically, when you lie down and when you sit up. But if you lose, It's more important when you lie down. Причем важнее в положении лежа. So we spend 8 hours a day in bed. Мы 8 часов в сутки проводим в постели. So a third of the day is spent lying down with greater restriction. То есть фактически 3 дня мы проводим в состоянии большей рестрикции. То есть рестриктивность грудной клетки в латеральной экскурсии больше проявляется в положении лежа. И поскольку мы треть суток проводим лежа, то оценить латеральную экскурсию чрезвычайно важно, потому что именно тогда затрачивается наибольшее количество сил. So you lose the lateral excursion. Значит, когда утрачивается латеральная экскурсия, You lose vital capacity. утрачивается жизненная емкость легкого. And more importantly, it predisposes you to greater sickness. И это, в свою очередь, делает вас более подверженными болезням. So patients that have this scoliotic pattern То есть пациенты со сколиозом have a greater predisposition when they do get sick to чаще remain sick. болеют. And I think that you basically rely on the diaphragm. This is an important concept. Вот теперь одна очень важная концепция. Is he increasingly relies on the diaphragm? You said that. Don't blink at me, just say yes. Talk about the kids that I take care of is children kids. We've got a shell. You guys modify that shell, make the shell bigger. But whether the shell moves or not is very important to me. Okay. He calls these children turtle kids because they're enclosed in a shell. The children with... Scoliosis. Значит, доктор Эдинг называет детей со сколиозом черепашками, потому что они как в панцире. We might think about how large the shell is, but has the function within the shell changed positively? Ну и что толку говорить о размере самого панциря, если под этим панцирем, тогда, когда он большой, функции недостаточно, а даже маленький панцирь может содержать в себе достаточно эффективную функцию. So children who have increasingly rigid direct thoraces end up having overlines in the diaphragm. That goes around in the back. So the children that he works with, Ну и дети, с которыми работает доктор Эдинг, they rely more and more все больше и больше on the diaphragm. полагаются в дыхании на диафрагму для того, чтобы выжить. And if the diaphragm then becomes А compromised, если потом еще компрометируется и диафрагма, they die. они просто погибают. Now, this is interesting in a pathologic sense, but it's also interesting as we progress. Это, конечно, интересно и с точки зрения патологии, но и с нашей точки зрения не безинтересно. We see our patients Мы ведь тоже видим своих пациентов в who развитии. have had scoliosis in the past and they are now adults. Мы знаем, что у этих пациентов в подростковом возрасте был диагностирован сколиоз. К нам они попадают во взрослом состоянии. That begin to develop more serious complications. И начинаем наблюдать, как у этих пациентов возникают все более и более страшные и тяжелые осложнения. So this is something for us to consider as well. Поэтому только что сказанное доктором Рейдингом нам тоже следует учитывать. If you look at the degree of restrictive lung disease we see, this is just an example from some of the patients we've taken care of with thoracic insufficiency syndrome, and you can see Just a graph. from just these numbers, it's about 56% about capacity. The important concept I want you to remember is that you reach your maximum lung function at age 22. Okay, that's То есть important. привел цифры, которые по сути подтверждают только что сказанное. So it's too late for us. Зачастую пациент попадает к нам тогда, когда уже слишком поздно. Remember that maximum lung function at about the age of 22. Помните, что в 22-летнем возрасте функция легких максимальна. Start declining about age 35. And you
start declining at about age 35. А с 35 начинается путь горы. When do most sports people stop playing? Что мы наблюдаем в соответствии с возрастом в спорте? About 35. 35 начинают из спорта уходить. You know, most of the footballers, they're pretty much done around 32 to 35. То есть 32-35 и все, век футболиста, песенка спета. Because their lung capacity begins to wane. Просто потому, что функция легких уже не та. Okay? When we start thinking about the significance of a 50% lung function, that may be fine if you can maintain it until the child's 22. Now he's saying that many of the children that he works with have 50% lung function. Смотрите, доктор Резин говорит, что у многих детей, с которыми он работает, функция легких сохранна только на 50%. And the scoliotic patient is going to have less than that, but still less than normal. А у пациентов со сколиозами функция будет еще меньше. And the consequences, he says, after the age of 35, А последствия, по мнению доктора Рейзинга, в том, что после 35-летнего возраста the gradual reduction in capacity is going to be more significant for those естественное сокращение функции легких будет еще более значимым, если функция была компримирована до возраста 35 лет. who have had less function throughout life. You said that. I know I'm going to finish. It's almost done. Coffee. It's almost done. Потерпите еще чуть-чуть, перерыв уже просто вот-вот. We also Дышит в спину. discount babies, Затылок. incarceration, but for He's just talking about nearby, methods. to do that to measure this in children. The other consequence is that when you have increased respiratory work, that transmits into the use of calories. You use calories to breathe, and therefore not calories to grow. And the consequence. So basically, when you're a child, okay, basically when you're a child and you have to use more calories to breathe. То есть фактически речь идет о том, что если функция легких и так снижена, причем речь идет о детях, ребенку приходится затрачивать еще больше калорий для того, чтобы обеспечить ту часть сохранной функции, которая может быть хоть в какой-то степени использована. You have less calories to grow. А значит, меньше калорий остается для обеспечения роста тканей тела. So many of them have stunted growth. И вот поэтому у детей со сколиозом задерживается физический рост. То есть просто не хватает ресурсов для роста. You can see here they're using a skin pinch test Дети используют тест щипковый, to evaluate тест щипка кожи, fat deposits. для определения количества жировой ткани. Даже не для определения количества жировой ткани, а для определения жировых депозитов ткани. So we'll just continue this after the Ну, мы продолжим этот разговор после перерыва. But they use arm span tests. Но еще используется тест с раскидыванием в стороны рук. So in children, the length of the distance between У детей fingertips расстояние между кончиками пальцев при разведенных в сторону руках should equal your height. должно быть равно росту. So if that doesn't happen, there are some stunted in growth pattern. Если есть разночтение, значит с ростом не все в порядке. So because we still have about 3 minutes with this, I'd like to finish it after the coffee. Я бы хотела закончить этот разговор, чтобы его не комкать после перерыва. So that everybody remains awake. Да и вы будете не такие сонные. And then we'll go into practical. А потом перейдем сразу к практике. Хорошо? Okay, we have a break till about 12. Сколько у нас продолжительность перерыва, Татьяна Александровна? Сколько? It's a half an hour. Полчаса отдыхаем, открываем все окна, дышим свежим воздухом. Can they see or do they need to move it on? Better. Okay. Всем спасибо. It's not much longer, Немножко осталось, давайте смотреть. but the reason why I'm spending time Но on what почему я не жалею времени на этот разговор? Professor Redding has said
is because I find it so very important. Потому что на самом деле, поразмышляв над тем, что говорит доктор Рейдинг, я понимаю, что это насущно важно и знать необходимо. For our future and our ability to Необходимо для нашего будущего, для наших возможностей, способностей и возможностей лечения пациентов. Okay, so let's just finish. Давайте завершать. I think it looks like David Lee's a little bit. Pardon? He's what? Looks like David Lee's. He looks better than Luke. Believe me. Alice talked about the windswept chest as an example of it using CT, and there's a 3D. This is called the windswept chest, is what he's talking about. Прошу прощения, Джон назвал, как называется такая деформация грудной клетки, я не уловила. Okay, this is one of the important parts. I didn't get the name of the deformity. So you can. It's not there? No, that was windswept chest deformity. Windswept, like a wind. Ну, унесен, ну, кажется, в дословном переводе грудная клетка унесенная ветром, ну как будто ее сдуло на один бок. А медицинское название такой деформации я не знаю. Если знаете, подскажите мне в перерыв, пожалуйста, на будущее. В дословном переводе унесенная ветром. Increasingly, we're going to be looking at something that maybe many of you haven't looked at in the past with your scoliosis. На самом деле мы с вами будем заниматься тем, чем возможно, вполне возможно, с чем вы, может быть, были знакомы, но вполне возможно не занимались работой с пациентами со сколиозом. So when I realized what this man was talking about, it changed my perspective and the way I looked at and evaluated these patients. На самом деле должен сказать, что у меня в руках вся работа со сколиозом заиграла новыми красками, когда я по-настоящему понял, что имеет в виду доктор Рейдинг. What we need to concern ourselves with. Значит, чем нам надо обеспокоиться? Asymmetric lung volume. Надо иметь в виду асимметричный объем легких. That leads to asymmetric ventilation and что приводит к асимметричной вентиляции и перфузии. So the smaller lung is compromised. Значит, более маленькая легкая в большей степени компримируется. There is an increased reliance on the diaphragm. Повышаются требования, предъявляемые к диафрагме во время движений, во время дыхания. Convex side. Значит, большие требования предъявляются к диафрагме на стороне выпуклости сколиоза. So this means that we're going to be То есть на looking более at выпуклой стороне. diaphragmatic function on the concave side. We are going to evaluate the concavity. Though the greater demand is on the convex side. No, the increased reliance, or the side that's convex, has more is more functioning. Right. Перефразируя, потому что могло в формулировке прозвучать неверно. Значит, та сторона сколиоза, которая выпуклая, легкая там, работает более напряженно, у него больше возможностей, оно более состоятельно, более функционально. Поэтому мы с вами будем оценивать диафрагмальную функцию и функцию экскурсии на вогнутой стороне. То есть нас с вами больше интересует вогнутая сторона, как наиболее компримированная. So obviously we're going to attempt to understand and correct the reduced function on the concavity side. То есть, по сути, наша с вами задача определить недостаточность функции на вогнутой стороне и устранить эту дисфункцию. Или недостаточность функции. And the diaphragm actually begins to rotate with decreased function. Более того, когда снижается функция, диафрагма приобретает способность к нежелательной ротации. And then in later years there is a loss of diaphragm function on both sides. А с годами диафрагмальная функция компримируется уже с обеих сторон. And a decreased maximal inspiratory pressure. Соответственно, снижается давление максимального вдоха, то есть генерация максимального давления на вдохе. So we're going to spend a lot of time on lungs and diaphragm. Так что мы с вами достаточно много времени уделим диафрагме, легким Pericardial tension. и перикардиальным напряжением. In an effort to help
our patients. Все это в попытке лучше помогать своим пациентам. He said that it is still at this time impossible to predict the amount of respiratory change based on the concavity or the convexity. Ну и, кстати, несмотря на все имеющиеся наблюдения на данный момент, все равно невозможно предсказать количество утрачиваемой функции на вогнутой стороне сколиоза по сравнению с выпуклой стороной. Increased reliance on one diaphragm as opposed to the other. То есть фактически один купол диафрагмы становится более функциональным и более рабочим, чем другой. These are just showing the changes noted in one lung. Ну это просто визуальная картинка того, какие изменения наблюдаются. It's a perfusion scan. Это перфузия. So he's saying that this is an encasement disease as opposed to a pulmonary disease. It is, the lungs are encased by the thoracic То есть, area. по сути, несмотря на то, что речь идет об изменении легочной функции, это не легочное заболевание, а это заболевание, которое вызвано, то есть это недостаточность функции, которая вызвана ограниченностью внешнего устава. He's discussing which side to operate on. Ну, в данном случае речь идет о хирургических вариантах, в какую сторону надо оперировать. Частота респираторных аномалий, ассоциированных с врожденным и инфантильным сколиозом, младенческим сколиозом. So what they're finding out are that biomechanics are influenced first. Речь идет о том, что в первую очередь страдает биомеханика. So basically this is the important area for us to Вот фактически та важная область, где есть возможности для нашей работы. following respiratory mechanics and biomechanics is the right and left versus left lung function. После того, как отработана биомеханика, следует переходить к функции правого и левого легкого. And then you arrive at the end point of respiratory failure or need for mechanical Ну и если ventilation. ничто вышеназванное не привело к положительному результату, речь идет уже о легочной недостаточности. So we hopefully can intervene in this area. То есть мы каждый раз надеемся, что нам удастся вступить в игру вот на этом участке. And then they talk about tachypnea, inactive and acidic. Ну а потом речь идет о тахикное во сне и бодрствовании. And these are unknown. Но причины остаются невыясненными. So he says you breathe faster, the stiffer you become. Чем меньше ты подвижен, тем чаще дышишь. And then at the end, you have failure to thrive, basal metabolic index. Ну а дальше уже он говорит о том, что в соответствии с метаболическим индексом наблюдается снижение всех показателей. So what he's talking about is you want to be able to have a method of evaluation that allows you to determine at what point in this continuum the child arrives in your office. Идеально иметь в распоряжении такое средство, которое могло бы позволить определить, на каком
То есть уровне вот этого треугольника находится ребенок в день обращения. And I'm going to attempt to show you some applied kinesiology methods Я that попробую will help you показать вам determine методы this. прикладной кинезиологии, которые могут быть использованы для определения степени первичного поражения. And also lead to some corrections. Ну и, соответственно, потом будем говорить о адекватных коррекциях. Last we know is respiratory failure, unfortunately, these days, fibers in the children. The last thing I'm talking about. Okay, this is one of the important parts. Вот тоже важный момент. Diaphragmatic function, and he says in the future this is going to be one of the more important things to consider. Доктор Эдинг не только упоминает значимость диафрагмы, говорит, что это, по сути, будущее развитие. То есть в будущем функцию диафрагмы надо будет принимать во внимание еще в большей степени, чем на сегодняшний день. The diaphragm works as a piston, just like in a car. Диафрагма работает как поршень, как поршневая система автомобиля. The part of the diaphragm that we're going to be interested in also in our evaluation is the costal diaphragm. Значит, нас, кроме всего прочего, будет интересовать зона реберных прикреплений диафрагмы. The costal diaphragm provides the work. Потому что именно она обеспечивает необходимую работу. Some of you have seen my work on the diaphragmatic cruce. То есть, может быть, кто-то из вас видел, как я работаю с ножками диафрагмы. This provides no influence in respiratory mechanics. Но есть мнение, что ножки диафрагмы не самое важное, что влияет на механику дыхания. So we're going to be looking a lot on how Мы с the вами diaphragm functions with respect to будем уделять внимание диафрагмальной работе costal с diaphragmatic точки function зрения реберно-диафрагмальной функции, and phrenic nerve диафрагмального нерва and the pelvic musculature. и тазовых мышц. Because as we know, the pelvis will twist and compensate as well. Потому что мы прекрасно знаем, что при диафрагмальных поражениях таз начинает компенсировать и тоже скручиваться. So this flat part of the diaphragm really doesn't have much function. It's the placement of it. So he says the flat part here has very little function. То есть вот эта плоская часть диафрагмы на картинке очень малофункциональна. However, it is the placement or displacement of this flat part that is very important. Хотя на самом деле прежде всего нужно принимать во внимание не форму самой диафрагмы, а степень смещения во время дыхательных движений. So let's remind ourselves, if we displace the central portion of the diaphragm, Давайте напомним себе, что при смещении центральной порции диафрагмы, what consequences will this have что, above the diaphragm? какой эффект это вызовет над диафрагмой? Start to come about with different. So if it displaces downward, you mean the center? No, it will usually displace laterally rather than downwards. It'll displace from as the diaphragm becomes asymmetric, it will displace from one side to Нет, the речь other. идет не о здоровом дыхании, а когда диафрагма становится асимметричной, центр смещается не вверх, не вниз, а либо вправо, либо влево. И какие последствия это повлечет в области над диафрагмой? Diaphragmatic hernia, Okay, that's one. грыжа пищеводного отверстия, то есть это больший риск для грыжи. Что еще? Possible irritation of the hiatus. То есть возможно раздражение хиатуса, That would create possible digestive disorders. соответственно пищеварительные нарушения. Another. Еще что назовете? Right. Перикардиум. Very good. The pericardium attaches where? Замечательно. Перикард куда крепится? The diaphragm also. To the central tendon of the diaphragm. Yes. Центральному сухожилию диафрагмы. So if this side functions more, this right side, for Если вот эта example, правая сторона более функциональна, it will pull more and displace it towards that side. Would it make центральное sense? сухожилие сместится вправо, верно? Потому что эта сторона будет более работающей. So this will tend to pull on the pericardium and cause Соответственно, перикард тоже окажется в состоянии напряжения, потому что перикард будет испытывать тяги со стороны смещенного сухожилия. possible digestive disorders, То есть мы уже упомянули возможные пищеварительные нарушения, possible tachycardia, возможность тахикардии or повышается, even in some respects bradycardia. и Why? даже брадикардии. Почему?
Брадикардия за счет чего? Because of the vagus, very good. Есть вагусные функции, конечно. It could also predispose to greater diaphragmatic disturbance. Why? Более того, возможно более серьезное поражение самой диафрагмы. Почему? Let's start pushing you. Давайте я уже начинаю вас немножечко I теребить. find this so exciting. Мне самому это безумно интересно, хочется, чтобы вам было не безразлично. Almost more exciting than touching Tatiana. Даже волнительнее, чем эти прикосновения. Too bad. Too bad. Слишком поздно. Даже Okay. Ты поздно, отойди стой подальше. Why? Почему? Ущемление диафрагмального нерва. Yes. Верно, ущемление диафрагмального нерва Not импедимент. so much pinching, Даже не столько ущемление, but irritation. сколько Very раздражение. good. Because it be stretched. Потому что нерв растягивается. The phrenic nerve passes along the pericardium of Весь the. диафрагмальный нерв So this is следует very вдоль good. Very перикарда, good. поэтому Excellent. замечательный обмен, просто отлично, молодцом. So all of these things are exciting. And mechanical compromising of the aorta and vein. Excellent. Yeah. Совершенно верно, механическое передавливание аорты и вены. So the mediastinum Ну, фактически можно сказать, что страдает becomes средостение. an important area for us to А значит, для evaluate. нас средостение становится очень важной частью в диагностике и оценке. So we want to evaluate the spine, Значит, нам надо уметь оценивать состояние позвоночника, the dura, твердой мозговой оболочки, the ribs, ребер, the costal diaphragm, реберные части диафрагмы, the lungs, легких, the phrenic nerve, диафрагмального the нерва, vagus. вагус. We have a lot to do Смотрите, сколько дел предстоит. to evaluate our patient. Всего лишь для того, чтобы понять, что происходит с What пациентом. I want us to have Что мне хочется, чтобы было у нас? is a capacity to look at all of these, Возможность взглянуть на все это, оценить это все, do something therapeutically, применить лечебный подход and look at them again. и снова взглянуть на то, что получилось. Because you need to look back to find out where you're going Потому что всегда важно учитывать прошлое для того, чтобы видеть будущее. and to see if you've made a change. Чтобы быть уверенным в том, что вы действительно спровоцировали какие-то перемены. Because doing this Потому что opens up Pandora's box та работа, которую я только что упомянула, открывает ящик Пандоры. and everything comes up. И все выходит наружу. And you have to be able to fix them. А тебе надо уметь с этим справиться. So this is a complex, continual therapeutic Поэтому это, знаете, event такая комплексная, длительная терапия. Дорога без конца. to help bring these patients back to Для того, чтобы normal. собрать пациента, подведя его ближе к норме. At the minimum, you want to stop То progression. есть, как минимум, надо сделать все для того, чтобы прогрессирование сколиотического искривления остановилось. And even better, note changes in Ну, а еще лучше, angulation. конечно, Okay. достичь уменьшения сколиотической дуги. So start to think as an applied kinesiology, how can I test these parameters? Поэтому с точки зрения прикладной кинезиологии задавайтесь вопросом, что мне сделать для того, чтобы научиться тестировать эти параметры. This kind of thinking Именно такое мышление, такой ход мысли is what makes me excited to be and have делает для меня applied прикладную kinesiology knowledge. кинезиологию интересной. Because I'm confronted with a puzzle. Потому что передо мной стоит, кажется, задача. У меня в руках головоломка. And you Именно have она the заставляет меня possibility трепетать от волнения, to work out the solution пытаясь or basic solution. вычленить основное, чтобы понять, где же возможности базового лечения. Goodhart used to say it's another piece of the puzzle in the picture. Гудхар про каждое новое знание, про каждую новую единицу знания говорил, это еще один маленький кусочек головоломки, ну или этой мозаики, которая должна сложиться в единую картину. So the working part of the diaphragm is what he's talking about is the costal diaphragm. То есть доктор Ледин сейчас говорит, что рабочей частью диафрагмы является ее реберная часть. And it's called the zone of apposition. Называется зоной оппозиции. This becomes very important. We start thinking about our chest wall,
This is an important concept when you realize how the chest wall and the spine distort the capacity of the costal diaphragm to Он function. говорит о том, что просто диву даешься, насколько измененная функция ребер и позвоночника может спровоцировать нарушение функции реберной части диафрагмы. And what he's talking about is not only the symmetry of contraction, Причем он говорит не только о симметрии сокращения, but the duration а еще и о длительности and strength. и силе этой функции. What's an easy test of diaphragmatic strength? Какой существует простой тест для диафрагмы? Inspiration, expiration. A test. Тест. Just measure How? with a measuring tape. No, that just measures expansion. Нет, Volume. это вы просто, если вы возьмете сантиметровую ленту, это просто вы померяете экспансию грудной клетки. It's also an exercise. Это еще и упражнение хорошее, кстати. Did you say diaphragmatic strain? А какой тест для... Do you really mean strain with the damage of the fibers? No, what is a test? An easy test for diaphragmatic strength, not damage. Сила диафрагмы каким тестом измеряется? Blowing up or what? Yes, Oscars, I think he's right. Осмерс уже там подсказывает себе. Надуть что? When your child has a birthday party, Все вспоминаем детство и шарики, которые надували на день рождения. Самый хороший тест для диафрагмы. blowing up those damn balloons. That's a good test, okay. Хороший тест, который называется «Надуй этот чертов шарик». Okay, this is an example of asymmetric lung function. Вот картинка асимметричной легочной функции. You can see where the heart would be. Смотрите, вот тут сердце было бы, если бы оно тут было. Okay, what he's showing Смотрите, что он нам показывает. is the curvature that resembles where the diaphragm would be. То есть тот самый изгиб ткани легкого, где должна была бы быть диафрагма. So this is the normal lung, Это нормальное, здоровое легкое. and it follows the costal diaphragm. Видите, фактически можно проследить, где зона реберного прикрепления диафрагмы. And you can see the piston approach effect. А вот буквально наглядный пример поршневой функции. So here's a lung, Вот легкая, reduced in function. сниженная функция. So basically, this is dead space. По сути, вот это мертвое пространство. It's just dead air. There's nothing there. То есть там ничего нет, она не функционирует, эта So зона. this is a functional lung, and this would be a То dead есть space. функциональная живая область легкого и мертвая зона. Nice lip right here. Contrast that with the other side. There's really no zone of opposition. It's the flat diaphragm. It doesn't mean it's not to recognize it. So how diagrams are aligned. Okay, he's just describing how the lack of function creates this flatness. Ну, это просто он сейчас показывал руками, как недостаточность функции провоцирует уплощение легкого. He said a curvature in any dimension Значит, он говорит is important to understand. о том, что должны быть поняты изгибы в любом измерении. То есть любые изгибы должны быть приняты во внимание. That in general, people that arrive in respiratory failure do not generate force with their diaphragm. Ну, а люди с легочной недостаточностью не генерируют никакой силы, уж не говоря о достаточной силе со стороны диафрагмы. What does this tell us? Нам это о чем говорит, о чем What we talked свидетельствует? about before with the pericardium. Мы с вами уже упоминали перикард. В этом контексте, о чем говорит вышесказанное. Normal diaphragmatic function must massage the heart. При нормальной функции диафрагма должна массировать сердце.
So if you get abnormal asymmetric Значит, function, если функция аномально асимметрична, the heart is pulled and pushed. сердце не массируется, а просто толкается и тянется, причем не туда, куда должно было бы. So that it can't proper function. Okay, if you don't have asymmetrical contraction, you can't ventilate. Ну и, соответственно, если нет равнозначного равномерного диафрагмального сокращения, то вентиляции нормальной не будет. They were trying to, again, associate the continuum of function abnormalities with the continuum of structural abnormalities. So it makes a really useful decision about what the best line. Okay, this is basically for them to decide when to intervene. Но это, по сути, такая табличка или как схема, правильнее сказать, которая позволяет принять каждый раз индивидуальное решение, когда вмешиваться. But this is a very good chart for you to translate and keep in your office. Ну, этот слайд, конечно, есть смысл перевести, у себя его имеете даже под рукой в кабинете. Напишите, пожалуйста, я не помню, есть ли такой слайд в распечатках, поэтому будет хорошо, если вы запишете сейчас. We begin with restrictive lung mechanics, and that can come from scoliosis. Значит, сначала рестриктивная механика легких вполне возможно вследствие сколиоза. This converts to asymmetric lung function. Потом вниз, плюс асимметричная легочная функция. Now reminding ourselves that При this этом may be more or less depending on the. помним, что эта асимметрия может быть больше или меньшей. Then you get a progression of chest wall dysfunction, I would say, А right? это, в свою очередь, стрелочка направо, приводит к прогрессированию проблем с грудной клеткой. And with age, you get a progressive loss of functional reserve. Еще одна стрелочка направо, и с возрастом возникает постепенная утрата функциональных ресурсов. This converts to not so much normal living, but when you get sick, И when на you самом get деле injured, все это не очень вас мучает и не очень вам насаждает, пока вы здоровы. А вот если вы заболели, то эта недостаточность функции усугубляет вашу болезнь многократно. your capacity to recover Потому что снижается способность восстанавливаться, is reduced dramatically. и недостаточность возможности восстановления оказывает очень серьезное влияние на ваше состояние. And in the end, increased mortality. Ну и вот правый нижний квадратик, еще на прямоугольник, повыше высокая смертность. Кстати, внизу был еще один плюсик слева, недостаточность диафрагмы, мы его не озвучили, запишите, пожалуйста. Все записали, ничего не надо повторять. Okay. So what he's talking about, То есть, по as сути, о the чем patient разговор? rotates in the thoracic cage, Когда, and this is what we see when they bend over. You see the rotation of когда the возникает thoracic элемент cage. ротации при наклоне вперед, то есть когда грудная клетка приобретает ротационный компонент, который мы отслеживаем при наклоне вперед во If обследовании. you rotate yourself when we're doing the practical, Вот мы перейдем к практике, попробуйте And try сами to breathe. ротироваться. И при этом эффективно дышать. you will note that there is a great restriction. Вы обратите внимание, что дышать непросто. So breathing, I feel like I want to die. У меня такое впечатление, что настал мой последний час. Maybe I will. Может, так и есть. But it's interesting to feel it on your own body. На самом деле всегда интересно, возможно, эти дисторсии почувствовать своим собственным телом. And feel if you see if you can feel when we get to this, И когда мы дойдем до этого, попробуйте на себе a оценить, greater restriction on one side as opposed to the other как in чувствует breathing. себя одна страна по сравнению с другой. Скрутитесь в одну сторону, скрутитесь в другую. Посмотрите, с какой стороны у вас рестрикция наиболее выраженная. And convert that to what our scoliotic patients have. И попробуйте трансформировать эту информацию в состояние наших пациентов со сколиозом. Okay, we're almost done. Не бойтесь, мы уже почти закончили с этим докладом. So what's the threshold by which you begin to intervene early? And then this is where maybe projections, rationalizations, all of this progresses from the chest.
He's saying Вот что он говорит. that while they're considering with when it is opportune to intervene, Несмотря на то, что в первую очередь речь шла о том, что эта последовательность изменений позволяет определить, когда вторгаться хирургически, it is a progressive problem. надо помнить, что проблему надо рассматривать в развитии, по времени. It never goes away, it will only get worse. Потому что совсем все в этом случае никогда не пройдет. Может быть только хуже, хуже и хуже. We need to use as much effort as we can Поэтому нам с вами to надо increase предпринимать this capacity. максимум усилий для того, чтобы обеспечить максимальную сохранность легочной функции с точки зрения легочного объема. He says, done, okay. He says,